Меня зовут Роман Дбар. Я директор Института экологии Академии наук Абхазии и заведующий кафедрой экологии и морфологии животных Абхазского государственного университета. Тема сегодняшней беседы – уникальность природной среды Абхазии. Каждая страна в природном плане уникальна. Но всегда возникает вопрос, в чем же действительно уникальность заключается. В нашем с вами случае Абхазия для данной темы очень благодатна. Абхазия по-настоящему уникальная страна, несмотря на свои сравнительно небольшие размеры. И когда мы говорим об уникальности, в первую очередь возникает вопрос, какие основные черты складываются в этот уникальный рисунок, своеобразный QR-код, говоря современным языком, из которого сложен этот рисунок уникальности. Этот рисунок формируется феноменами. И в первую очередь, в первой строчке всегда располагаются природные феномены планетарного масштаба. Вот с них и начнем. И такие феномены в Абхазии присутствуют. И это в первую очередь гигантские карстовые полости или пещеры. Пещеры Абхазии, если брать их по абсолютной глубине, занимают первые 4 строчки в списке глубочайших карстовых полостей планеты. Это на самом деле феномены планетарного масштаба. Самая глубокая карстовая полость в Абхазии имеет глубину 2 километра 208 метров. И это пещера, которая располагается на массиве Арбайка или Арабика, как обычно указывается на современных картах. И все 4 самые глубокие карстовые полости располагаются на Гагарском хребте, Гагарском массиве и Бзыбском хребте. То есть мы с вами имеем в реальности природный феномен, обладающий уникальными характеристиками. И возникает естественный вопрос, каким образом подобного рода планетарного масштаба вещи сформировались в Абхазии. Но для этого, конечно, потребовались специфические природные условия и экологические особенности, которые привели к появлению этих гигантских вертикальных шахт, которым сегодня может гордиться Абхазия. Это пещера Веревкина, это пещера Крубера или Воронья, это пещера Сарма, это пещера снежная, которая представляет собой комплекс снежного меженного. И таким образом эти все 4 гигантские полости располагаются на сравнительно небольшом участке, который сложен из известняков. И сам процесс формирования карстовых полостей, он имеет следующий химизм. Атмосферные осадки, проходя через атмосферу, насыщаются углекислым газом. Углекислый газ, растворяясь в воде, образует слабо диссоциируемую угольную кислоту, которая даже при незначительных концентрациях и кислотности, но при этом при огромных объемах этой воды, очень длительного периода выпадения этих осадков, насчитывающие миллионы лет,
приводит к тому, что известняк, кальций СО3, под воздействием этого слабой кислоты растворяются, образуя эти пустоты. Таким образом, мы имеем с вами некое огромное приложение энергии на очень небольшом участке пространства, которые сформировали эти удивительные природные феномены. Есть и другой способ формирования гигантских карстовых полостей. Это касается в данном случае Новоафонской пещеры, которая формировалась не только под воздействием осадков, которые выпадали на поверхности и затем растворяли известняки, формируя полости. Это так называемый гипогенный карст, то есть карст, который формировался за счет вод, которые поднимались из глубин. И причем это были сероводородные ключи, сероводородные горячие источники, которые давали другой химизм, позволивший сформироваться карстовым полостям. Это так называемый серно-кислотный спелеогенез. Это было открытие позапрошлого года буквально, когда совместные экспедиции абхазских и российских ученых позволили выявить в геологии Новоафонской пещеры элементов сернокислотного спелеогенеза, когда на протяжении длительного времени в древние геологические эпохи горячие сероводородные воды формировали серную кислоту в незначительных количествах, но ее было достаточно для того, чтобы очень быстро в условиях горячих вод растворить огромные пустоты, которым сегодня гордится одна из знаменитейших и известнейших пещер Абхазии и мира. С другой стороны, когда мы с вами говорим о таких феноменах планетарного масштаба, как карстовые полости Абхазии, надо сказать, что сам карстовый процесс нередок, и в мире он достаточно широко распространен и очень часто встречается. Но очень интересной особенностью карстовых процессов в Абхазии является то, что все формы карста, которые сегодня можно встретить в мире, они встречаются в Абхазии. И в этом плане это тоже своего рода уникальная конструкция, которая вписывается в общую картину уникальной природной среды Абхазии. С известняковыми массивами, как их принято называть, карстовыми гидросистемами, связаны и другие элементы уникального рисунка. То есть известняк обладает особыми свойствами и обладает способностью удерживать и сохранять древние реликтовые формы, и в первую очередь это касается растительности. И поэтому два крупных известняковых массива, это Гагарский хребет и Бзыбский хребет, несут на себе уникальные элементы флоры, которые более нигде не встречаются. Это касается узкоареальных, то есть таких видов растений, которые встречаются на очень небольших участках земной поверхности, и более нигде их встретить нельзя. Конечно, этот элемент уникальности, он отчасти, конечно же, и планетарный, но при этом надо сказать, что чаще всего это носит региональный характер. То есть это уникальность, например, Евразиатского континента, в рамках которого можно рассматривать региональную уникальность. К примеру, на Бзыбском и Гагарском хребте располагаются
локальные участки, на которых произрастают редчайшие растения. К примеру, на влажных поверхностях Гекского водопада буквально в единичных экземплярах встречается редчайшее растение планеты – это водосбор гекский. На сухой части склона водопада встречается колокольчик Аннея. А вот на Бзыбском ущелье есть небольшой участок скалы, на котором произрастает колокольчик парадоксальный, тоже являющийся редчайшим растением на планете, потому что он занимает буквально несколько квадратных метров и более нигде в мире не встречается, и практически даже попытки его интродукции, выращивания в ботанических садах не увенчались успехом. Настолько уникально оказывается природная среда этого небольшого локального участка, на котором он произрастает и на котором он сохранился. Это такие вот черты, когда один природный феномен по своей мощи настолько огромен и силен, что он влечет за собой целый ряд феноменальных природных неповторимых событий и объектов, которые более нигде невозможно встретить. Другим уникальным событием, явлением, которое можно связать с карстовыми гидросистемами, конечно, являются гигантские ключи или воклюзы. Это место выходов подземных рек, и в тех местах, когда они вырываются на поверхность, образуются воклюзы. И это явление в Абхазии достаточно распространенное. И одним из наиболее крупнейших воклюзов в Европе располагается в Абхазии. Это воклюз Амчичта или Черная речка. И этот воклюз по весеннему расходу воды является крупнейшим на континенте. И отдельные моменты, когда идет максимального уровня паводки, расход воды в этом воклюзе может достигать 200 кубометров в секунду. То есть это место выходов гигантских подземных рек, которые спрятаны от нашего взора. Но благодаря, по сути дела, героическим исследованиям спелеологов-подводников, мы на сегодня располагаем картой протяженных подземных рек и галерей этого воклюза на Амчичте. На сегодняшний день разведанными является более 13 километров этих подземных галерей, тоннелей, водотоков, по которым текут реки с Бзыбского хребта, которые с взгляде с поверхности, с воздуха скорее напоминают лунный ландшафт благодаря тому, что они усеяны огромным числом карстовых воронок, которые поглощают осадки, в первую очередь это дождь и снег. И таким образом эти воклюзы сбрасывают собираемые с хребтов и Гагарского, и Бзыбского хребтов осадки, которые пропитывают эти карстовые гидросистемы. Для Гагарского хребта характерно не только сброс вод через воклюзы, которые мы видим, как, например, Голубое озеро, но и очень характерными воклюзами для этого региона являются субмаринные разгрузки. То есть воды этих массивов разгружаются под водой на дне моря. Это создает еще и более интересные сочетания, которые влекут за собой следующие феномены, дополняющие уникальность природную среду Абхазии.
Гагарский хребет загружает своей поверхностью воды точно так же в эти карстовые воронки и фактически представляет собой испещренный огромным числом полостей и ходов известняковый пористый массив, разгружающийся, например, в таком известном ваклюзе, как Репруа. Репруа фактически представляет собой ваклюз и самую короткую реку, наверное, пожалуй, в мире. Ее ширина исчисляется буквально 20-25 метрами. Это ширина пляжа, которая может меняться в зависимости от ситуации со штормами. И при этом этот ваклюз несет чистейшую воду, обеспечивающую чистой питьевой водой такой известный курортный город, как Гагра. И при этом это на самом деле полноценная река, у которой есть устье, у которой есть исток. И таким образом оно может быть при правильной регистрации оказаться в числе самых коротких рек мира. Другой элемент уникальности, он связан с тем, что субмаринные разгрузки приводят к тому, что насыщенные биогенными веществами естественного природного происхождения, связанные с растворением горных пород, оказываются вброшены в морскую среду. И это дает уникальное сочетание свойств в морской воде, которое приводит к формированию таких же уникальных биологических сообществ в прибрежной зоне моря. И весь комплекс, примыкающий к Гагарскому карнизу, от участка Репруа до участка Холодная речка и река Хашпса, характеризуется именно этими свойствами. Там происходит выбрасывание этих насыщенных минеральными веществами субмаринных вод, что приводит к формированию следующего уникального набора сообществ. Здесь сформировались самые крупные, самые массивные по биомассе сообщества макрофитов, то есть морских водорослей, располагающихся на твердых субстратах в этой зоне. И это уникально в пределах бассейна Черного моря. Нигде более такого мощного развития водорослей, таких как цистозира, вы нигде больше не найдете по всему периметру Черного моря, таких как у побережья Гагарского карниза. Здесь на примере этого подводного биоценоза с мощным развитием водорослей мы можем видеть, как одни феномены причинно-следственным образом связаны с другими. И прекрасной иллюстрацией этого является обнаружение здесь в 2016 году очень редкой гости из океана в виде морской зеленой черепахи. Это гигантская по нашим меркам черепаха была обнаружена недалеко от устья реки Репруа у Гагарского карниза. И она, к счастью, была живой, и живой была выпущена обратно в природу, и при этом оказалась единственной подобного рода находкой, обнаружением живой зеленой черепахи в водах Абхазии. Но именно то место, где она была обнаружена, свидетельствует о том, что эти феномены притягивают друг к другу. Эти огромные
подводные пастбища морских водорослей являются притягательными для огромного числа живых организмов моря. Есть и еще совершенно уникальные вещи, которые мы видим каждый день, но при этом не всегда мы можем понять смысл и глубину уникальности этих объектов. Например, с эволюцией Черного моря связано, как ни странно, такое животное, как абхазский скот или абхазская корова. Может быть, это вызовет некоторую усмешку, но на самом деле это достойное нашего внимания явление. Если вы присмотритесь внимательно к абхазскому скоту, вы обратите внимание на то, что, во-первых, он низкорослый, во-вторых, он обладает некоторыми морфологическими характеристиками, которые вы не встретите у европейского скота. У него очень длинные пальцы на ноге, то есть копыта разрезаны очень глубоко. И есть некоторые физиологические особенности, такие как жирность молока абхазской коровы, которая в среднем превышает в 2 раза стандартные характеристики жирности европейского скота. То есть это не 3-3,5%, а это может быть 7-8 и даже больше. Но при этом абхазская корова дает очень незначительное количество молока, с чем обусловлена необходимость столь высокой жирности для того, чтобы выкормить телят. При этом абхазская корова обладает способностью прекрасно плавать, она очень хорошо плавает. И возникает много вопросов, с чем это связано. Это связано с тем, что наш скот происходит от другого дикого предка, нежели чем европейская корова. Европейская корова имеет в качестве своего предка европейского тура, который некогда обитал на степных, лесостепных участках Европы и таким образом был одомашнен и превратился в современный скот, а дикий предок был истреблен уже очень давно. Что же касается абхазского скота, его предком является также вымерший подвид европейского тура, который обитал по топким берегам, болотистым берегам по побережью Черного моря. И события, которые начались почти 8300 лет тому назад, когда Черное море было на 100 метров ниже нынешнего, оно было пресным водоемом, и после прорыва Босфора в него устремились соленые воды Средиземного моря, и Черное море стало наполняться, повышая свой уровень, который продолжался на протяжении, по всей видимости, около почти 100 лет, и привел к тому, что низинные, болотистые низины по побережью Черного моря, где обитал не только предок нашей современной коровы, торфяной бык, вместе с тем населением, которое обитало по берегам Черного моря, вынуждены были переселиться. И они забрали с собой одомашненный скот в виде, торфяного быка, который ушел вместе с ними в Европу. И именно там, в Европе, сегодня обнаруживаются в болотах остатки этого предка абхазской коровы, который представлен костяными остатками торфяного быка, который очень сильно отличался от европейского тура по своим размерам, морфологическим характеристикам. И таким образом этот остаток древнего, прирученного человеком, одной из первых, по всей видимости, коров на земле, сегодня присутствует в наших хозяйствах, и мы можем его лицезреть на наших дорогах очень часто. Это
к вопросу о том, что некоторые уникальные вещи порой находятся рядом с нами, но мы не до конца можем понимать всю глубину их уникальности. И как эволюция Черного моря, которая связана с повышением его уровня за последние 8 тысяч лет, и изменения и бассейна привели к исчезновению одного вида, но сохранению породы животных, которые были приручены в те далекие времена. Если говорить об уникальности животного мира, то следует сказать о том, что животные в силу того, что обладают развитыми органами движения, очень часто не бывают эндемичными только для очень больших территорий или акваторий. Поэтому здесь возникают некие специфические характеристики тех уникальных животных, с которыми мы имеем дело. Что является наиболее уникальным для природы Абхазии в животном мире? Если мы возьмем хорошо летающих или бегающих животных, то мы не найдем здесь эндемиков в животном мире Абхазии. Но если мы обратимся, например, к пещерной фауне, то мы сразу же здесь увидим, что каждая пещера, по сути дела, является местом, где сформировался свой уникальный набор животных, который специфически характерен и характерен только для данной пещерного образования. Обычно пещеры формируются на протяжении сотен тысяч лет или даже миллионов лет, и их формирование сопровождается формированием также того набора живых организмов, который характерен для конкретной пещеры. Например, в Новоафонской пещере, и только из нее известен такой вид слепых жуков, как Жанелиус глориозус. Этот вид жужелиц пещерных известен только из Новоафонской пещеры. Там же в подземных озерах Новоафонской пещеры встречается пещерная креветка Троглокарис, которая также характерна и нигде больше не известна, кроме как из Новоафонской пещеры. В пещере Гекская, которая располагается в Рицинском реликтовом национальном парке, обитает также уникальная пещерная креветка Ксифоридинелла. И надо сказать, что таких уникальных животных для каждой пещеры набирается десятки, а с учетом того, что каждый год описываются все новые и новые виды, это, конечно же, сотни новых видов. И это такой же уникальный штрих к этому общему коду, описывающему уникальность природной среды Абхазии. Очень часто мы говорим или можно услышать упоминание об абхазской пчеле. Абхазская пчела на самом деле тоже уникальный объект нашей природной среды. И известно, что это не какой-то отдельный вид, это раса. Раса, которая относится к апис меллифера или медоносной пчеле, которая сегодня имеет практически всесветное распространение. Благодаря человеку, благодаря хозяйственной деятельности, это активно культивируемый вид, но при этом именно в горных районах Абхазии в свое время и, пожалуй, и сейчас все же можно встретить абхазскую серую горную пчелу. Она так называется, потому что в отличие
от других рас. У нее серое брюшко, у нее общий окрас серый. И возникает, естественно, вопрос, в чем же уникальность этого так широко распространенного вида, который человек давно уже культивирует. Главное отличие заключается в том, что у абхазской серой горной пчелы очень длинный хоботок, значительно превышающий длину всех остальных рас. Это больше 7,2 миллиметров. Почему именно эта серая горная пчела обладает такими характеристиками морфологическими? Ну, во-первых, длина хоботка позволяет собирать нектар с очень широкого круга растений. Даже те растения, у которых нектарники расположены сравнительно глубоко. Но очень важными характеристиками этой пчелы является ее способность летать, собирать нектар в плохую погоду, то есть при низких температурах, в туман. И это является самой важной характеристикой для хозяйствования, потому что именно по этой причине наша пчела является достаточно известной в мире, потому что обладает уникальными свойствами работоспособности и сбора нектара не только с глубоко расположенных нектарников, как может быть у клевера, но и также возможность работы в плохую погоду, в туман. И это является эволюционным приспособлением. В горах погода очень быстро меняется, и именно эта пчела оказалась приспособлена к условиям быстро меняющихся климатических условий, позволившие ей выжить в этих обстоятельствах. Таким образом, если мы говорим об уникальности природной среды Абхазии, мы всегда имеем набор уникальных феноменов, которые создают этот неповторимый уникальный рисунок страны, состоящий из феноменов планетарного масштаба, регионального масштаба. Это будет кавказский, континентальный или же бассейновый черноморский, но всегда в условиях, всегда мы можем вычленить на всех этих уровнях уникальные феномены, не встречающиеся более нигде. И, наконец, последний штрих – это то, что собой представляет вообще гидрографическая сеть Абхазии. То есть мы все знаем, что Абхазия богата водными ресурсами. Но последние исследования позволили с помощью современных цифровых технологий, дистанционных методов мониторинга, в том числе и космического мониторинга, вычленить и графически представить всю полноту гидрографической сети Абхазии. И она оказалась тоже уникальной. На сегодняшний день это 4700 с лишним рек, речушек, водотоков, которые покрывают очень густой сетью всю нашу маленькую страну. При этом с поверхности нашей страны, нашей территории в Черное море втекает из природных источников почти 14 кубических километров воды в год. А если взять еще и искусственные гидросистемы, каковым является Ингурский каскад, эта величина становится до 28 кубических километров ежегодно в Черное море впадает с нашей территории практически экологически чистой воды. С учетом того, что на наших реках отсутствуют промышленные предприятия, загрязняющих их, и это, конечно же,
величайшее богатство. И этот объем составляет не менее 12% всего речного стока Черного моря. И именно эта вода, оказываясь в прибрежных пространствах Черного моря, обладая своими уникальными способностями, потому что это чистые горные потоки, прошедшие фильтрацию через растительность, почвенный покров, несущие в себе растворенные биогенные элементы, производят особое воздействие на прибрежные воды Черного моря, создавая тот абсолютно уникальный бальнеологический эффект, на который рассчитывают прибывающие к нам туристы. Таким образом, мы имеем в действительности, несмотря на сравнительно небольшие размеры нашей страны, уникальный набор природных феноменов, который делает нашу страну абсолютно неповторимой в этом огромном мире. Спасибо за внимание. И я надеюсь, что подобного рода беседы могут иметь некий регулярный характер по мере того, как будут появляться новые вопросы и пожелания. Спасибо.